Дорогие друзья, всем огромный привет! Вы попали на канал молодой семьи, которая живет в деревне, показывает свою жизнь и восстанавливает вот такой вот заброшенный старый, очень старый хутор. Мы сегодня начинаем серию с него. Дел, как всегда, как у Наполеона, куча. И дом надо делать, и на улице листва, и все пилить. Но чем мы сегодня займемся? Наверное, давай домом, да? Мы привезли материал, сейчас мы растопим печку, чтобы было немножко теплее, потому что сегодня такая погода, вроде тепло на улице, а немножко зябко. Угу. И, может, листья чуть-чуть погрябаем, Да. по чуть-чуть хотя бы будем, да? И будем продолжать заниматься комнатой. Угу. Сейчас дома 6 градусов. Посмотрим, как быстро маленькая наша избушка натопится. Тепло становится. Но Такая сейчас весенняя какая-то даже погода. Как тут так прохладно было, мы как печку растопили, так и... кстати, дома 9 градусов, с учетом того, что раскрыто окно и дверь настежь. двери, да. Это 9 градусов уже нагнало. Если бы Вообще закрыли... хорошо печка работает. Вот мы я закинул, там такие дрова были, они быстро сгорели. Я сейчас второй раз закинул немножко, и она уже вся теплая, ее можно уже не топить. Ну тогда уже Всё, тепло дома. мы сейчас позакрываем окна, двери, потому что было пыли много, и немножко она подымила. Сейчас будет тепленько. Все, переношу я электричество в другую комнату с того угла. Угу. А то все переживали, Да. что там иконы, а вы там Да. счетчики поставим. Все у нас было. На самом деле, Короткий путь в дом надо было завести. да, мы исправились. Наши подсказки всегда работают Так что во благо. не переживайте, там будут иконы, как у бабушки были Да. когда-то. Поэтому перенесли на вход. Прямо на входе будет щиток. Ну, пошли сейчас. Мы покажем, где он будет. А тут, да, я уже показывал, тут ни вода, нигде ничего не капает. Да, Такие дожди были. все хорошо. И все тут чисто, красиво, аккуратно. То, что мы подремонтировали и крышу, и ветер, когда был, раньше гулял по дому ветер. Когда тут ветер поднимался, он через потолок в дом задувало. А сейчас как бы не слышно его сильно. Угу. Вот, поэтому продолжаем реставрацию, восстановление нашего заброшенного дома. Старого, очень, Очень старого. Я не Который знаю. стоит на валунах еще. Да, вы там переживаете. Мы тоже переживаем, но у нас всё Многие нас получится. поддерживают. Говорят, наконец-то вы занялись. Очень интересно Да. посмотреть итог. Нам самим интересно. Оно, вот делаешь, пока ты не видишь никакого результата, очень страшно даже моментами становится. Но. А потом так в один момент щелк, и оп, что-то появилось. Вот сейчас там уже пол появляется. Ну. Вообще прям. Скоро Хотя стены появятся. я не знал, что с тем углом делать, но получилось. Я
Положил балки, там все у меня получилось. Вот где-то в этом районе у нас будет щиток стоять. Но мы его поставим и начнем разводить после того, когда обошьем все везде. Ну да. Потому что вот 10 раз туда-сюда снимать. У нас пока свет одним проводом запитан. Везде светодиодные лампочки, которые практически они вообще ничего не потребляют. Много света, а потребления мало. И нагрузки вообще никакой нету. Поэтому у нас один провод, сейчас мы его просверлимся, мы его через пол так идем с той комнаты, просверлимся и включимся, и вот здесь он у нас уже будет, он нам мешать не будет, потому что это помещение, оно будет вообще в самую последнюю, наверное, очередь делаться. Ну, вот здесь вот будет щиток стоять, правда? Ну да. Это самое идеальное место. На входе, и удобно будет, кстати, отсюда разводить, если мы захотим туда дальше, весь свет. Ну да. У тебя в доме центральное отключение будет. Вообще супер. Правильно. Как-то так. Мы подумали, опять как всегда 10 раз, и решили, зачем нам на нашу, вот как минимум на эту комнату, на ровные стены, шить USB. Утеплить оно все равно не утеплит, тут там брус хороший. Поэтому мы купили листы ДВП. Во-первых, это дешево, дешевле в 2 раза. Во-вторых, это еще легче и удобнее, а в-третьих, на него можно обои клеить Да. и все. Поэтому Мы вчера случайно наткнулись. мы вчера случайно Даже наткнулись. есть ДВП уже красивое под дерево, но Да, там листы но нам не там подходят. листы, короче, нам не подойдет. Ну. По высоте пришлось бы сшивать. А так вообще идеально. Я даже не знаю, что мы о нем не подумали изначально. Мгм. Поэтому сейчас выгружаем. Нужно достелить пол, мы USB еще купили. И потом займемся стенами. Еще у нас такой старый диван есть. Мы его тоже сожжем. Я сказал, не надо нам. И матрас там такой он. Очень старое все. И вот этот старый матрас. Тоже он такой. Не нужен он нам, правда? Да. Мы сейчас Главное разжечь. при помощи этого матраса, наверное, попробуем разжечь, потому что у нас не получается. Все такое сыроватое. Давай, сжечь все старое.
я что могу? Пока ты там будешь занят, костер горит, я зря время терять не буду. Только с Вообще передышками, она ж не очень легкая. Ну, То вообще замучаешься, нам еще сегодня обои клеить. Я надеюсь, я не знаю, или мы в конце дня Ну сможем да, их клеить. посмотрим, какие мы будем. Но класс. Я еще чуть-чуть почищу это, ну, Пошли подписчикам что-то покажем. точно. Пойдем, Пойдем. пока не забыли. Паузу Ты сделаем. передышку сделай себе. Пошли, покажем. Мы по дороге сюда заехали за посылкой. Мы ее давно ждали. Мы как-то показывали в ролике. Это для наших подписчиков, друзей, родных, чтобы нас никто не забывал. Сколько тут? 50? 50 штук. 50 вот таких вот стикеры, наклейки, как они называются, я не знаю. Они очень удобны, я так понял, именно для телефона. Если его приклеить сзади, На чехол. на крышку, на чехол там или на телефон прямо можно, он защищает камеру, ничего не царапается. Ну да. Потому что он такой выпуклый, он толстый, он типа как 3D наклейка сделан. Он такой выпуклый, сколько тут, миллиметра 3, наверное, наклеечки. Она не расслаивается, ничего, она силиконовая, вот она мнется так. Дела семейные, от деревни до хутора. YouTube канал, домик, озеро, 2 лебедя, лес. Короче, эта картинка, она полностью связана, получается, с нашим хутором, с нами. И вот именно с тем моментом, когда мы приобрели себе вот это чудесное место. Мы как раз в тот момент, да, когда мы купили этот хутор, мы тогда вот решили поменять полностью логотип, вот полностью все. И вот так вот оно выглядит на телефоне. Она вот толстая, если видно, она толще. Она очень хорошо именно защищает камеру. Кто там Ложишь и пользуется нигде не касается. камерой там или просто хорошо относится там к телефону своему, она супер вообще. А можно вообще куда угодно ее приклеить. Вот она не отклеивается вообще, Да. да? Где только этот телефон не носится. И такой приятный сюрприз, поэтому если вдруг нас подписчики где-то будут встречать, вот, пожалуйста, У нас есть подарок. будем А то да, нас вас иногда встречают, радовать. как-то отблагодарить Да, и неудобно было. неудобно. А так останется от нас память, раз подойдете, значит, смотрите и интересуетесь нами. Поэтому мы первую оставим партию- частичку себя. Первую партию 10 штук делали, да? Да, мы И мы раздали. раздали мамам, там, папам, бабушкам, и вот сами Сейчас. все ходим с такими штуками. А сейчас сделали именно для вас, дорогие наши друзья. Поэтому, может, где-то разыграем что-то даже. Как бы, как-то так. Хотели вышить на чем-нибудь, но вот именно так никто не Ну, а занимается. вышить и куда это? А это можно куда угодно. На холодильник мы их приклеивали и на аквариум, и на планшет, и на телефон. Куда хочешь. И просто где-то И не приклеить. царапается вообще ничего. Да, у ну, нас как бы уже царапается, долго. но это не видно. Вот, 2 состояния. Сколько тут? Месяца 3 уже Да, этой да, наклейки. да, да. Она практически такая же. Мы себе просто печатали, потом решили и подумали, что о наших зрителях тоже не надо забывать. Поэтому эти 50 штук для вас. Первые 50 штук. Дальше будет больше, будем их просто... Для всех 73 тысяч мы готовы их распечатать и вам тираж. вручить. Поэтому это все для вас, дорогие друзья.
Ну ты вообще молодец. А как это у тебя так получилось только вырезать? По твоим щечкам видно, что ты работала. Может, отдохнуть надо? Может. Поберечь силы? А? Поберечь силы? Мне нравится. Нравится? Да, я люблю такую Чтобы работу. чтобы она еще полегче была чуть-чуть, да? Да. Ну, тяжело. Но вот смотри. Если вот я была бы женщина одна, у меня была бы дача. Ну или я бы жила в частном доме. Вот эта штука, это вообще вещь. Подрезать там сад, еще что-то. Ну, Ну да. чуть-чуть Высоторез она, вообще конечно, класс. тяжеловатая, но нормально. Вот это видишь, да? И пилит Вот хорошо, да? Любой это. размер. Вообще, я ж вот какие, видишь, трубы? Вот, Ну, я могу спилить. все, отдохни, а то у тебя уже щеки красные. Ну вот это все надо стащить, пускай горит. Давай, помогу тебе. Давай. Ты покололась, наверное. Они ж такие вот эти кусты дикие. На всех, кстати, диких кустах вот одичалых уже. Такие колючки прям. Угу. Покололась? Ну так. Что-то мы решили, что надо пообедать. Но Да. мы посмотрели Ближе на к время, вечеру. а уже 5 часов. Обед ли это? Это уже ужин. Заработались, да. Ну Что да. время пролетело, и погода такая классная вообще. Мгм. Прям тепло, тепло, тепло. Уже давно такого не было. Может, это типа бабье лето? Уже Может быть, конец. кстати. Его еще не было. Поэтому вообще погода класс. Будем кушать. Жаль, что не спланировали порыбачить с такой погодой. Ну да. Ну, Когда как-нибудь. рыбачить? Вот когда? Когда Ну да. столько работы. Уже когда мы все сделаем на хуторе, тогда можно и рыбачить. Вот да? когда ты все сделаешь. Не знаю, через много-много лет. Сколько лет? наверное. Так даже взять и дома, в деревне. Ну, да. Всегда есть что делать. Еще у нас там работы тоже предостаточно. Много всего. Поэтому... Не осталось вот здесь, возле печки. Я уже отрезал 2 листа. Знаешь, я думал, как-то быстрее будет с панелями, но я уже сколько часов нужно с ними. Где-то там подрезать, там подремонтировать. Ну нормально, да, получается? Да, хорошо. Уже видно, уже чуть-чуть поприятнее. Да. Уже даже можно прийти тут полежать. От печки такой жар идет. Ну, печка Вообще невыносимо. очень Мы больше хорошая. не подкидывали, двери открыты, все открыто. А от нее жарит просто вот руку. Все, я больше не могу ее держать. Ну, 1,5 раза подкинули. Часа 2 назад, ну. последний раз. Мгм. А перцы тоже наши? Мгм. Перцы огурцы. Нет? Я еще помидор не пробовал. Помидор вкусный? Мгм. Это который дозревал или Ну, наверное. созревший уже был? Я не знаю. Не подписывала. Нормально. Вкусные, но огурцы последние уже невкусные были, да? Мгм.
Поэтому еще свой перец едим. Вкусный. Ну вот, первый лист на стену уже я прикрепил. Вот так это будет выглядеть. Ну а на стыках, в углах, сверху снизу уже будут плинтуса. Наверное, нужно уже потиху собираться. Наверное. Планов было ох. Так мы и сделали немало. Но мы хотели больше. Ну, хотели, да. Но я сегодня, считаю, на улице греблась. Ну, ты Чё ты листья гребешь? погребла, порезала очень много, сожгла очень много. Ты очень большой объем работы сделала, очень важный. А я пол сделал. И примерился, пристрелялся, как будем зашивать. Нормально, правда, получается? Да. Будет хорошо. Просто что тут окон много. Там вырезать кусками. Ну, то есть Долго. мозаика будет. Ну и что, так ты потом обоями заклеишь. Ну да, мы потом заклеим. Мы планируем какие-нибудь недорогие обои и все, чтобы вид имело. И нормально будет. Все будет хорошо. Целый день их не было. Угу. Удивительно. Обычно мы как только приезжаем, они сразу бегут. И серенькая приходила, так потусовалась. Мои колбаски дали, она и пошла. А эта только пришла, но без котика своего. Угу. Я давно его не видел, Может, его кстати. кто-то забрал? Я не Себе? знаю. Но он красивый. Ну, хотя он в руки вообще не дается. М-м. Все, костер у нас догорает. Мы
немножко прибрались. Будем ехать домой. Да. Все, продуктивно поработали сегодня мы с тобой. Молодцы. Вкусняшку делаю для курей. Мои гарбузы Да. с погреба. Ну, На хуторе что? ну, видите, есть что поесть. Не все так плохо. Ну так. Не людям, так курям. Все идет. Все в пользу. Даже матроска не есть такое. Я знаю, коты едят. Такое добро, что-нибудь есть. Арбузы, морковка, картошка. Куры любят. Первого декабря в Беларуси обязаны водители ездить на зимней резине. Снег, не снег, без разницы. Погодные условия никак. Календарным месяцем определяется переход автовладельцев на зимний режим эксплуатации. Поэтому время еще есть. Ну да, начало месяца Да. практически. Учишь жену как в дороге, в случае чего. Должна быть Ты ей готова. объяснил, вот она едет по это самое, по пустыне. Ничего Да? себе. Раз обломалась, стала, подняла капот. А тут ворона с радиатора воду пьет. Что делать? А? Достаешь количество валы по голове. Вот так вот. Самое приятное из этого всего, что будешь Ехать по пустыне где-то ехать. Да, мало ли. Она с радиатора воду пьет, да? Достал количество вал. Знаешь, что такое количество вал? Яна? Что это? Это в моторе количество вал, который А, шатуны, поршня, вот это все колошмат. Представляешь, мотора надо достать количество вал. Такой прикол, да? у вас свой шиномонтажник, да? Да. Вы на дом вызываете. Ну что, муж на час, жена на час, а шиномонтажник на час нельзя вызвать. А что, я поехал, везде занят. Сейчас перебывается, Ну да. поэтому Сейчас очереди большие. не особо. Нет, у нас хорошо, что не надо бортировать. Поменял и всё. У нас чудо-коты. Они со мной ездят в садик, в школу, да? Матрос, выходи.
К деду зашел в машину. Пушистая мочалка. Лапушка. Где матрос? Что мы раньше без них делали? Не знаю. Мы вообще так их любим, они такие классные. Да? И такие разные. Ну, разные Вообще. вообще, комочки такие. Особенно лапка. Скажите, как можно котиков не любить? Я обожаю. Я тоже. Ладушка. Ничего себе, ладушка. Многие подписчики пишут и не понимают, Да, вкусная. как мы живем вообще с бабушкой и дедушкой. Это мои дедушка и бабушка. Я их внучка, не дочка. Да, и Вот вот они живут вот наш в том дом. доме. А вот там вот они живут. То есть мы на одном участке. У них считается как и летняя постройка такая, домик летний. А наш дом основной. Мы живем на одном участке, поэтому, просто многие не понимают, то там, то тут, и как это все происходит. Вот происходит все на одном участке, мы живем. Вкусно? Очень вкусно. Куда детям, да. Такое, дед говорит, я одного съел и наелся. Размер, да. Такая ладушка нормальная, такая утром съесть бабушкину такую ладушку. Все, друзья, как мы вчера обещали, мы начнем заниматься вот этой вот чудесными вот этими цветами. Они тебе нравятся? Как они нам могли понравиться? Я не понимаю. Это ж я выбрал когда-то его, да? Да. Покрасить. На самом деле вот эти вот всякие покраски, вот это все, оно вообще не практично. С детьми вообще никак. Да и без детей оно не практично. Все пятна, все грязи, все полностью видно. Просто все. Так не дети едят там руками, там разлили, там это, что ты хочешь? Поэтому мы переезжаем в другую комнату. Мы сейчас вот эту всю кухню, основное, это столы, стулья, этот уголок мы переносим в зал, ставим это там, чтобы нам здесь ничего не мешало. И будем заниматься комнатой, кухней, то есть. Здесь за диваном вторая жизнь. Разбитая посуда, каштаны, Каштаны это коты загнали туда. кубики, Это тоже коты. суперлото детское, даже деньги есть. Деньги есть? Копейки. Да. Ну тут не так страшно, как нам казалось. Сильно много мусора. За всеми было. диванами периодично выдвигаем, так Да. это. Я в зале недавно выдвигала, так А там. что такое разбили? Какая-то тарелка. Две посуды каких-то разбиты. Ну что, собирали, а так далеко улетело. Я боялся того, что мы не сможем плинтуса эти снять. А они, оказывается, легко снимаются. Я еще забивал, ставил
направляющую, и туда просто этот шуруп, бамс. А так они все аккуратно выкручиваются, раскручиваются и легко достается. Поэтому не надо будет нам пытаться засунуть туда под плинтус. Это будет быстрее и удобнее, да? Мгм. Ну, конечно. Знаешь, уже, наверное, давно хотелось позаниматься ремонтом домашним. Просто мы начать не могли, правда? Времени не было. Ого, а что она работает? Слышишь? А чего она? Не знаю. А это? Сейчас расстелим обои, чтобы грунтовкой мазать. Грунтовкой будем мазать для того, что стены покрашены и чтобы цепкость была какая-то для обоев. Навряд ли тут, конечно, будет отслаиваться, потому что все, грубо говоря, свежее. И тут нету кучи слоев краски, но все равно на всякий случай лучше мы загрунтуем. И так будет лучше. Обязательно нужно застелить, потому что у нас есть очень плохой опыт насчет этого. Когда мы строили только, мы грунтовкой не застелили пол, плитку, и мы это еле отмыли. Даже в некоторых местах до сих пор Чтоб, не да, вы отмыли. понимали, мы до сих пор эту плитку драем. Вообще у меня желание есть и плитку поменять, или наливные полы сделать, или плитку. Будем потихоньку уделять время. Уже пришло, да, время, что надо везде уже немножко переклеивать, переделывать. Дети подросли, Никуша уже не рисует, уже так не разливают. Ну, в общем, можно что-то делать, обновлять это все. Как ваши ощущения? Замечательно. Мы уже давно, когда мы уже поклеим. Просто дело было во времени. И я сказала, все бросаем и немножко сейчас зимой занимаемся Для дома. того, чтобы что-то начать делать, нужно, мы с тобой думали давно, поклеить, а всего лишь надо было купить обои. Купили обои и все, и пошло дело. А так, вот, давай поклеим, обои надо купить. Ну да, поедем съездим. А вот съездили, купили и все. Или на вход. Ну, надо шкаф. Вот Вот так мы мы сделаем. надо. И просто надо, позвонить человеку, что приехал, все замерил и все. Все, звони. Ну, потому что мы, так, все, на вход надо шкаф, так, да, надо шкаф на вход. И все, и на этом все заканчивается. Так, у нас немножко был перерыв, забирали детей. А сейчас будем замешивать клей, нам не надо целая пачка. Мы всё Стены равно будем чуть-чуть сегодня поклеим, пару хотя бы листочков. Будем так вот по вечерам клеить, как будет возможность. Поэтому я взвесила, отмерила воду, сколько надо, и сейчас мы замешаем клей.
обои с рисунком, листики надо. Сколько у тебя там получается остатка? Сантиметров 30. Ну да. Ну оно так всегда. Так всегда. Ну рисунок вроде не сложный, да? Ну посмотрим, как клеить начнем. Ну я так прикинул, на стене красиво смотрится. Ну, все, давай. Надо лампочки только помощнее, будет вообще классно. Это очень красиво. Красиво? Да. Все? Первый клей на обоях. Чтобы все было хорошо, чтобы меньше поругались. Мы с тобой не ругаемся. Ну да, мы с тобой вместе весь дом поклеили. Ну. И что, мы ни разу не поругались? Да. Это хорошо, значит. Это что-то значит, если мы не ругаемся, когда обои клеим. Наверное. Сейчас самое сложное будет первый лист. Угу. Хотя, там потом стыки пойдут. Может, это и не самое сложное. Мы бежали от города вдаль. Там шум, бетон, там вечный вокзал. Здесь тишина, как мягкий плед. И утро встречает нас в рассвет. Наш домик в деревне, под крышей из грез. Здесь пахнет малиной, здесь звонит овес. Дорогие друзья, мы снова на хуторе. Конечно, благодаря тому, что вы внимательно смотрите наши ролики, и вы... Одна голова хорошо, а две еще лучше. Вы постоянно даете ценные советы, плюс бабушка с дедушкой тоже нам сразу сказали, что нужно оббивать эту стену всю. Почему? Потому что вот это глина. Это раз. Два. Она без сетки, там, без армирования, без ничего. И это что значит? Это значит, что если мы вот эти все швы позамазываем, вот это там, знаете, расколупаем все максимально, насколько это возможно, и дальше типа оно не будет трескаться, то со временем в любом случае в этом же месте вот оно треснет, потому что вот, смотрите, на самом деле вот это такой раствор. Оно треснет, либо оно осыпется, и тогда наша работа по факту на смарку. Плюс вот посмотрите, какая толщина раствора. И мне такую же толщину надо сюда штукатурить. А это сантиметр, местами даже больше. Поэтому есть такая вероятность, что мне на вот этот вот под ремонт, если замазать только дыры, и то тут не все почищено, выйдет практически такое количество раствора, чем я бы заштукатурил всю эту стену, но уже там под сетку. Как там это правильно все делать, чтобы оно не трескало. Поэтому решение следующее. Сегодня всю стену полностью чистим до кирпича. В тени старых яблонь, где ветер шепчет тайны, мы сидим вместе
вместе глаз заря не отводя, в улыбках свет и покой, как светилы они. И пахнет лето там, где прошлое складит твердь. Рядом минуты, долгота в них сквозит, в каждой травинке знание веков звенит. Ну что, в принципе, это было несложно. Легче всего отбивалась именно где печь была. Вот здесь просто стена. И вот здесь просто стена. Очень плохо отходила. А здесь хорошо. И здесь вот доставали кирпич. Чистить ее. Я не знаю, каким-то мелом залепили. Или шпаклевкой. Вот она тут вообще не держит этот кирпич. Потом достанем, почистим тоже. Практически все разбомбил. Осталось вот совсем чуть-чуть. И пока не забыл, хочу пояснить с прошлого ролика некоторые моменты. Очень много было комментариев насчет того, что фронтон в дырках, он будет ремонтироваться. И то, что вот эта вот дверь на чердак, она была на гвоздях, да, я ее заколотил, сейчас она на шурупах. Ставить завесы, делать дверь пока нету смысла никакого. Еще будет он ремонтироваться. Планирую я его полностью зашить USB панелями и покрасить. И уже потом будет делаться дверь на чердак. И не будет этих щелей, и не будет ничего не задувать, ни дождей, ни снегов, ничего. Поэтому не переживайте. Наверное, новые зрители пишут, которые не видели предыдущие ролики, где я это все объяснял. И насчет электричества. Также, чтобы вы понимали, оно у меня заведено через чердак. Видите, нету ни проводов, ни в этой комнате тоже нет проводов. В этой комнате тоже нет проводов. Это все сделано для того, что, так как я делаю здесь ремонт сам, полностью все работы делаю сам. Единственное, когда у Яны есть возможность, получается, она приезжает вместе со мной, и мы вместе занимаемся. Для удобства, потому что будут зашиваться стены, будут там дальше потолки зашиваться. Оно мне ничего не мешает, ни провода не болтаются, ничего, поэтому не переживайте. Гофру я специально туда сверху не ложил, и просто разбросано оно там. Это временно. Новые зрители, новые подписчики, нам очень приятно, что вы нам подсказываете. Но я объяснял, что это все временно и для удобства. Скоро оно там все снимется, и вся проводка разведется аккуратно по дому через щиток.
Все, с печкой полностью закончил. Сейчас эта пыль вся, которую я смел, осядет и буду вывозить. Да, хорошо, что я послушал бабушку. Мы с Яной так подумали, что действительно надо так сделать. Хорошо, что вы нам подсказали. Ни на секунду не жалею, что я все полностью ободрал, оббил, остучал. Да, работы стало больше, но зато я сделаю один раз и больше к этому возвращаться не буду. Потому что выравнивать, подшпаклевывать, там полностью все было в глине, получается. Оно бы само осыпалось местами, даже оно где-то не шло, потом я начинал отбивать, и оно просто пластами отпадало. Поэтому спасибо за советы. Ну вот столько получилось сажи с 2 печек. Да, действительно, тут на каком-то непонятно на что тут кирпич этот посадили. Все. Оставляем так. Сколько тут? Ну, ведро, наверное, сажи. В следующий раз, когда приедем, замешаем раствор и уже заложим кирпичи эти и будем подмазывать все дырки. Друзья, сделали с вами просто очень огромную работу. И это все, считаю, не зря. И хочу сказать то, что по печкам таких прямо, чтоб выпадали кирпичи, было что-то сломано, такого нету. Да, есть места, где нужно подмазать. Вот эти вот трещины, это стена и печь. Это все не связано между собой ни здесь и не здесь. Поэтому печь со стороны комнаты, вот это полностью рабочая. И вот это якобы русская печь, она тоже рабочая, вся исправна. Вот единственное, что вот здесь, наверное, где люшка с той стороны, нужно подмазать. Есть вот такие вот моменты, где вот кирпичи нужно подоставать.
Но это все не печь. Вот так вот идет дымоход от этой печи. Вот он посюда идет дымоход и уходит. А вот это ряд кирпичей здесь и туда, это он просто заложено между печкой и потолком. Ну и что я хочу сказать по этой комнате. Пол черновой, он уже готов. Тут уже только стелим линолеум, либо что-то еще, пока мы еще не решили. Потолок зашит. Вся штукатурка, вся эта глина с печи сбита. И вот мы начали листами ДВП, попробовали, начали зашивать стены. Поэтому по этой комнате сделан, считаю, довольно-таки хороший объем работы. Уже здесь можно находиться. Единственное, в следующий раз, когда приезжаем, это кровь из носа, занимаемся окнами. Потому что в одном нужно полностью форточку делать, заменить 2 стекла, ну и потихоньку другие ремонтировать, искать стекла и тоже их менять. Ну а в целом здесь уже стоит маленький диванчик, мы его потом выбьем. Уже можно зайти, посидеть, немножко отдохнуть. На сегодня здесь закончили. Поедем домой, будем продолжать клеить обои. Я вот ей говорю, что рисунка там нету, а она говорит, все равно есть. Есть, может, пишется стыковка будет. Там мы наклеили листочки, а сейчас начинаем клеить другие. Да? Ну, как время есть, так клеим. По чуть-чуть и дойдем к концу. Я сейчас перемотаю и буду уверена, что все типа нормально. Но мне она смотрится просто по-другому. Ну, может быть. Свет падает. Единственное, что почему да, потому что ты сказала, что возможно, если перемотать, свет, когда будет падать, другой цвет будет. Возможно, структура есть какая-то. Ну, это не сложно. Ну ты на фоне там такие эти очень красиво смотрятся. Да. Угу. Ну, видишь, мы с тобой сразу вдвоем увидели, сказали да. Угу. Помнишь? Пришли такие, ходи. Как такое может быть, что вдвоем может понравиться одно и то же? А? Без Они всяких такие споров, необычные вообще. без Просто, всяких да. этих мы нашли то, что мы хотели. У нас Николь чуть-чуть заболела. Ника, передай привет. Привет. А я завтра пойду в детский сад, и мне муж Николаевна разрешит или нет? Может, не надо. Ты же проверен, где ты заводишь. У нее голос пропал резко. И ну, 1 день температура была, да? У меня уже есть голос. Получается 1,5. У меня уже есть голос. Ну, уже есть, да. Было вообще. Еле разговаривала. Я уже могу. Молодец. Даже в садик хочет. Сказала, ей скучно дома. Да, очень. Скучно. Но надо не болеть, будешь ходить. Надо вылечиться, чтобы деток не заражать. Такая сердечко. Так, у меня все Никого там. в этом клее. У нас дилемма. Мы вроде
не видим рисунка, но в то же время И видим. как будто бы он должен быть. Вот вы видите, где тут рисунок должен На быть? обоях написано, надо подбирать рисунок. Но Видите? мы кучу времени потратили и так, Вот и так, и так. здесь, вот где торчит, Кусочек надохнул. вот в этой части стык. И видно, что там нет рисунка? Мне кажется, нет. Мне кажется, если будем подбирать, сильно будем заморачиваться. Я Блин, тоже так думаю. очень И долго. все, я уже его потерял. Во-первых, тяжело подобрать, потому что такие, они как декоративную штукатурку. Мы с тобой долго пытались подобрать, у нас не И получилось. получается, каждый раз мы будем А потом как будто бы увидели, но в то же время и не увидели его. потом назад, и в принципе нормально. Будем просто время И так как тратить. написано производителем 64 сантиметра Да, вообще стык, не оно не сходится. сходится. Даже на вот этих тоже Поэтому- было написано 64, и мы посмотрели, и вообще не сходится. Да, Когда- поэтому видно, где шов? Не видно. Вот я его уже не вижу. Если сейчас обрезать эту кромку, его не будет видно. Ну, это завтра будем обрезать, пускай оно засыхает. Ладно, сейчас попробуем, как будет на большой. Давай. Мы когда строили дом, мы почему-то с Яной сразу сказали, что будем делать его в светлых тонах полностью. И это, наверное, была ошибка, потому что плитка у нас светлая, обои у нас везде светлые, потолки светлые, все светлое. И мы почему-то категорично просто сказали, темным цветам нет. Но, как оказалось, это непрактично. Во-первых, оно все вымазывается, во-вторых, ну, как нам показалось, что оно нам очень быстро надоело. А вот темные цвета, они дают какую-то такую красоту, я не знаю, приятно глазу. Вот я смотрю на эти зеленые обои, вот приятно просто глазам. Не передать просто словами. Либо просто потому, что мы привыкли жить в белых тонах, и нам уже хочется чего-то потемнее. Посмотрим, как будет окончательный результат. Я не знаю, мы сейчас отрезали снова лист не в рисунок, не в стык. Здесь его тоже не видно. Поэтому, может, вот тут нет совсем, а мы заморачиваемся, паримся. Просто такое чувство, как будто бы не то, что не рисунок совпадает, а просто как будто бы видно полоску белую. Но, наверное, она когда высохнет, ее не будет видно. Потому что обои темные, наверное, из-за этого. Все, снимаем эту часть кухни. У нас тут стоит прекрасный самовар. Он ждет своего часа. Я уже жду не Ехать на дождусь, хутор. когда он туда заедет. Да. Он, к сожалению, конечно, включается в розетку. Ну да, но электрический он не угольный. Хотелось бы, конечно, чтобы прям настоящий, но, как по мне, он очень красивый. Прям очень красивый, необычный. Вот. Да? Угу. Вот такие подносы еще, но их надо попробовать, может, покрасить. Может, есть какая-нибудь краска такая без запаха. Типа как, я не знаю, как пищевая, но это ж, ну, есть такие краски, которые посуду красить. Ну, Где их посуду надо красят. сделать? Ну, я не Да? знаю. Ну да. Ну Один так, ее шаг. надо реставрировать. Она такая красивая. Но самовар сам, он как бы все целое. Единственное, что нужно придумать две ручки, его отмыть, потому что он такой жирный весь. И вот в таком состоянии он и останется.
Да, он тут покрашен, тут где-то облупилось, но будет красиво на хуторе стоять. Осталось совсем чуть-чуть. У нас тут как общежитие. Все везде есть. Осталось вырезать дверь. Тут очень сложно. Почему? Потому что, во-первых, целая ролька, мы уже отрезали край, тут 3 сантиметра сбоку. И сейчас нужно вырезать вот так вот дверь. Так, и вот так. И вот этот кусок приклеить. Ну, вроде как получится сейчас. Давай мы вот эту часть сложим, потом эту часть сложим. И вырежем ножницами. Мы смотри, насколько профессионалы с тобой, что будем вот такой кусок сейчас приклеивать. И если мы приклеиваем такой кусок вырезанный, то у нас вот сейчас должно быть здесь ровно в стык. Вот сюда ровно в стык. Вот сюда ровно должно уйти. Одним листом должны заклеить. Что мы тут только не вырезали с тобой уже за сегодня. Но мы уже сейчас немножко побыстрее делаем. Вспомнили, было и Очень времена. удобно вот эти обои клеить. Вот Листы. эти вот. Мы сюда как бы кусок. Мы приклеивали за пару вообще минут. Просто Да. шлоп его, и он не заворачивается ничего, потому что обои толстые вот эти вот. А эти такие мягкие, они, ну, как бумажные больше. А вот эти вообще класс. Ты его прилепил, только разгладил и все, оно ровно. И клей так не впитывается в них. Успеваем. А вот эти, которые простые зеленые, в них очень сильно клей впитывается. И мы пока сюда, то нам края приходится еще раз промазывать уже поверху. Давай чуть-чуть осталось. Все. Уже Тут готово. видим окончательный вид. Осталось над шкафчиками, но там уже совсем чуть-чуть. Нам очень захотелось посмотреть, как оно будет смотреться. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Еще эти плинтуса сверху, плинтуса снизу. Плинтуса сверху, да, лампочка перегорела, еще света даст. Поищем поярче такие лампочки. Будет вообще класс. Да? Да, очень Ну красиво. да. Ну да. Так необычно, правда? Ну да. Такой цвет очень, такой, наверное, камера не передает его. Передает. Он такой вот вообще, я даже не могу сказать, такой мох, такой темный мох. Да? Ну, Такой я очень этот класс. цвет просто обожаю. Да, вообще, в принципе, для глаз очень полезен даже зеленый цвет. И очень приятно на него смотреть. Будем пробовать первый раз мой томатный сок, который я закатала. Так жарко просто, я так хотел что-то холодного попить, и я вспомнил, что у нас в холодильнике стоит сок томатный. Как сухую землю. Вкусный. Вкусный? Очень. Вкуснее, чем в магазине? Очень. Очень вкуснее, чем в магазине. У него выделяются все вкусы. И кислинка есть. После вкуса кислое такое. И он такой и соленый, и такой сладкий. И помидор чувствуется.
Я вижу, ты А уже... ты делала на рецепту, да? Ну, или я рассказывала, да, как я делаю. Ты же стрю пол-литра выпил. Очень вкусно. Нам осталось совсем чуть-чуть. Ты сейчас это все складываешь, и мы все ставим на свои места. Мы уже даже сегодня позвонили, и на следующей неделе к нам приедут, ориентировочно посчитают, помогут нам подобрать дизайн кухни, подскажут, расскажут, мы что-то выберем, мы как бы приблизительно понимаем. И нам подскажут по стоимости, и мы уже будем, ну я думаю, будем делать, правда? Ну, уже Уже думаю, да. Потому что единственная комната, в которой ничего не сделано, это здесь. Это вот с первого дня, как мы сюда заехали, вот с этим же и живем уже сколько лет. Это нам кухню эту печки, лавочки дали. Да. А у них эта кухня стояла в общежитии, когда они еще жили. Да. Ну, в общем, да. Шкафчик вот этот вообще другой, мы его тут красили. Это дядя мне дал. Вообще непонятный какой-то с гаража. Мы красили его простой краской. Ну, надо было так Стены пожить. 2 раза или 3 красились, поэтому уже надо было что-то Мы сделать. дом строили, надо было так. Ну, результат, да. Оно когда все поставится, мы уберем тут, и будет вообще все классно. А когда кухню сделаем, ну, А когда кухню сделаем, вообще вообще будет. супер должно быть. Ну, еще света надо чуть-чуть добавить. Ну, Добавим. хотя я думал, что будет темно. Но вообще нет, да? Хорошо. Это не темнят вообще никак. Все хорошо. Все выделилось, двери, окна, все выделилось с такими обоями. Мы не представляли раньше, как вот темный цвет будет. Почему-то думали, а наоборот, в светлом цвете все теряется. Все, давай, заканчивать. Давай, Поздно. давай. Друзья, все. Я наделал чай. Я подрезаю последние обои. Мы все поставили на свои места. Везде все повысыхало на окнах, чтобы можно было подрезать. Сколько сейчас? 1:30? Наверное. Дети спят. 1:30 ночи. Может уже и час. Мы закончили с поклейкой. Останется проклеить плинтуса, поставить плинтуса на пол, плинтуса на потолок, ждать замерщика, принимать решение, какая у нас будет кухня, покупать сюда стол со стульями и все. Но уже вообще по-другому. Ну да. Я уже тут хочу почаще находиться. Может, будем вечерами сейчас осенними, зимними что-нибудь готовить? И на такой кухне уже прям можно и побольше времени для вас поснимать. Поэтому ждите. Может, мы чаще тут начнем появляться. А на этом будем заканчивать ролик. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Всех любим, всех обнимаем. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. В каменной тишине, где стены старят, я строю мечты, хоть руки в пыли. Свет фонаря, мой верный компаньон. Все, что в руках, это моя судьба. Кто-то скажет: брось, зачем тебе труд?
небеса.